Коллеги, пожалуйста, у вас возможность есть задать вопросы. Я постараюсь более перевести, может, в практическую плоскость и в сегодняшние дни, для нас, насколько это может быть уместно. Вот Грузия выдвинула такую стратегию по реинтеграции Абхазии и Южной Осетии. Опять-таки разговор идет о связке. Вот ваше отношение к поведению грузинских властей, вот к этой стратегии, возможно, у вас есть какие-то свои соображения по этому поводу? Вы знаете, я откровенно скажу, я ко всем народам, в том числе и грузинам, отношусь очень хорошо. Потому что, вот, смотрите, абхазо-грузинские отношения, 30% браков – это абхазо-грузинские отношения. Вот у меня там братья, сестры, родственники, очень много грузин. Поэтому отторжения, аллергии на грузин нет. Но на политику, которую они проводят, имеется. К сожалению, так сложилось, что династически и так далее это не помогало, все равно они воевали. Даже женатые, родственники и так далее, но тем не менее правители воевали за разные, по этому разным причинам. Столица абхазского государства была Кутаис. Это абхазский царь. Леон создал столицу себе для того, чтобы править вот своим государством. Поэтому исходить из того, что, вот я говорю, что вырвать из истории какой-то сюжет и сквозь призму этого сюжета смотреть на всю историю не получается. Поэтому если, я вот несколько раз уже это и писал, и обращался, и, кстати сказать, и с Шеварднадзе на эту тему говорил, и я должен вам сказать, что первый, не первый, а единственный договор, который до войны я подготовил о взаимоотношениях Грузии и Абхазии. И послал Шеварднадзе, послал Арзенба. И Шеварднадзе мне дал ответ, и Арзенба мне дал ответ. Значит, Шеварднадзе сказал, что один пункт его только не устраивает из того договора, который я предложил. 14 августа проект моего договора о взаимоотношениях Абхазии и Грузии должен был рассмотреть парламент Абхазии. Вот в этот день, в 14 именно они ввели 97 бронетранспортеров техники и плюс огромное количество вот живой техники для того, чтобы быстро закончить. В Дагомысе, когда Шеварднадзе с Ельциным разговаривал, он сказал, мне нужно 4 дня для того, чтобы решить проблему Абхазии. И Ельцин ему дал карт-бланш на 4 дня. Ну а потом, что произошло, вы это все прекрасно знаете. Поэтому, если сейчас у грузин, правителя, я имею в виду, режим, значит, политически хватит разума признать Абхазию как суверенное государство и на равноправной основе будут строить как два субъекта международного права взаимоотношений, я думаю, что это самая приемлемая часть и для Абхазии, и, может быть, для самой Грузии, для спасения ее собственной государственности. Поэтому сейчас сказать, что Россия оккупировала эти земли, во-первых, не оккупировала. Во-вторых, эти земли не принадлежали грузинам никогда. Единственное, в советское время Абхазию насильственно присоединили и союзные республики превратили в автономную республику, а потом придаток полностью Грузии сделали. Но это еще ни о чем не говорит. А все-таки, почему я и сказал, что история все-таки совсем иная. Поэтому, если будут строиться на равноправной, взаимоуважительной, как говорят на Кавказе, почтительном отношении, то я думаю, что отношения будут налаживаться. А потом, знаете как, в истории же ясно, же интерес диктует политику. Поэтому какой будет интерес в Грузии, какой будет интерес на Западе, а в сближении сейчас России с Европейским Советом, с американцами, со всеми этими странами НАТО, очень много сейчас совсем по-другому будут расставлять взаимоотношения между народами. Особенно там, где имеется нефть, газ и природные ресурсы. Спасибо. Исмаил Владимирович, пожалуйста. Вопрос такой, сколько вообще в мире абхазов проживает, да, и конкретно в Турции сколько проживает? И хорошо было бы узнать вот отношения на сегодняшний день Турции с Абхазией чисто в экономическом плане. И, естественно, здесь, наверное, существует определенный интерес и абхазской диаспоры в Турции, может быть, в инвестициях в Абхазии. Вот насколько это реально? Это первый вопрос. Второй вопрос. Возвращение, вот мне очень нравится и импонирует вот то, что вы говорите, что постепенно надо решать вопрос, отойти, естественно, от войны. Конечно, война это тяжелый вопрос, и это сразу
делать невозможно будет. Но вот перспектива возвращения, скажем, как беженцев или вынужденных переселенцев грузин, от жителей Абхазии, из них тоже часть, как вы правильно говорите, смешанные браки, и они тоже родились там и не в одном поколении. Спасибо. Спасибо большое за вопросы. Вы понимаете, в чем дело? Очень сложно сказать, сколько населения Абхазии живет в разных странах мира. Вот я, например, приведу вам цифру, которая мне известна из источников, но они неофициальные. Допустим, что в Турции проживает до 600 тысяч абхазов. В Турции. Но они же все пишутся турками. И там ситуация такая, там, значит, нет другой национальности, кроме как турецкой. Правда, для того, чтобы войти в состав Европейского Совета, Турции нужно было бы, должна была объявить, и она начинает что-то делать, признать право меньшинств национальных. Поэтому вот здесь очень сложно сказать. Но учитывая, что свое происхождение многие абхазы в Турции проживающие помнят, то они, естественно, знают абхазский язык много. Иногда мы учителей посылаем для того, чтобы детей туда привозим в Абхазию, чтобы они изучали. И они постепенно начинают внедряться в абхазскую экономику. Но не всегда России удобно, чтобы кроме нее кто-то еще входил в Абхазию. Это тоже имеет политический акцент, особенность. Поэтому они входят, они строят, у них там гостиницы есть, у них там есть вот эти пансионаты, они взяли под себя, там различные торговые такие центры и так далее. Ну и торговля между Турцией и Абхазией, она проходит, но политический аспект он снят, только экономический. То есть бизнес-интересы, они потихонечку пробиваются. Сирийские там были. Поэтому сейчас вот в Абхазии, по моим подсчетам, где-то 1080 грузин живет. Многие, вот, имеющие родственные отношения, приезжают, уезжают на похороны, допустим, скажем, вот, бывает, когда вот из Москвы там везут туда, хоронят к родителям, к предкам, которые там проживают. Но массового возвращения беженцев в Абхазию, грузин, я сомневаюсь, что это возможно. Тем более, когда еще все эти на глазах могилы, женщины в трауре ходят, и видеть тех людей, это все, по крайней мере, все помнят, все знают. Поэтому массового возвращения мало будет. А потом, я думаю, что Грузия, имея такие огромные ресурсы, может для этих беженцев построить дома, поселки, пускай живут у себя, на своей исторической родине. Но, тем не менее, пусть живут на своей родине. Спасибо. Последний вопрос, пожалуйста. Вот вы упомянули, что в советские времена нефть была найдена. Сейчас есть же планы по ее разработке? Ну, договор есть с Роснефтью, которая занимается сейчас в поиске. Значит, если на территории, на шельфе Грузии, там 5 американских, по-моему, даже концерна разрабатывают вот это самое. На абхазской территории договорились вот с Роснефтью, которая занимается поисками этой нефти. Вроде бы есть, они находят между Гали и Ачимчири и вот в районе Пицунды. Ну, насколько это верно, пока не знаю, но, по крайней мере, говорят, что нефть есть. Ну и, не знаю, я как обыватель хочу сказать, что не дай бог, чтобы она там была. Это правильное замечание. Да. Тарас Миронович, спасибо огромное. Кстати, вот по ходу нашей встречи мне пришла в голову интересная мысль, что самого успешного министра финансов России в 19 веке фамилия у него была Абаза. Да, тоже, да, я Вот, знаю. Виктор Абаза, да. Да, так что и с точки зрения становления российских финансовых институтов, Абхазы тоже оставили очень весомый след в его лице. Огромное спасибо вам за то, что вы нашли время прийти в нашу редакцию, и надеемся на то, что это не последняя встреча. Спасибо за приглашение, я всегда к вашим услугам. Благодарю вас. Спасибо, коллеги.